Буквально пару дней назад случился самый большой скам за всю историю арбитража криптовалюты. И чтобы вы понимали, жертвы потеряли не 100, не тысячи, а просто миллионы долларов. Но как арбитражникам удалось получить такие гигантские суммы? Неужели сами люди наивно отправляли деньги им на счет? Нет. В 2022 году это уже банально и все куда интереснее. И что произошло на самом деле, вы узнаете в этом видео. Сегодня мы разберем, как благодаря одной банковской ошибке арбитражники получили связку, которая приносила 8000% прибыли с одного круга. Сколько денег потеряли жертвы, почему нельзя отдавать свои банковские карты для прокрута, а также как не попадаться на похожие схемы обмана в будущем. Поехали! Приветствую вас, друзья! Меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Перед просмотром обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, чтобы в будущем не пропускать интересные и полезные ролики. А мы начинаем. Первое, что я хочу сделать, это ввести вас в курс дела, что же произошло. А то сейчас практически все паблики, группы и каналы про арбитраж постят очень много информации по этому поводу. И казалось бы, при чем здесь Мадагаскар, украинский банк Pump и минусовые счета на миллионы долларов? Сама схема обмана заключалась в новой прибыльной арбитражной связке. Что такое связки, мы подробно рассказывали в этих трех роликах, но вкратце все равно повторю. Арбитражные связки – это когда вы используете различные банки, обменники, а также биржи, чтобы заработать на разнице курса валют. Ну, допустим, в одном месте биток стоит 20 тысяч долларов, а в другом 19. Любой человек, который прошел хотя бы 5 классов сельской школы, поймет, что можно купить по 19, продать за 20, а разницу в 1000 долларов положить себе в карман. Вот это, по сути, и есть арбитраж. И таким образом можно крутить хоть целый день, если бы не кучу нюансов. Начиная с мизерных процентов с одного такого круга, заканчивая банковскими лимитами и блокировкой ваших карт. Так вот, несколько дней назад в сеть попала очередная такая связка, которую поначалу продавали за деньги, но уже очень быстро эту связку слили в открытый доступ. И она начала ходить из рук в руки по арбитражным телеграм-каналам. И теперь самое интересное, в чем же заключалась эта схема заработка? Рассказываю. Есть такой сервис для денежных переводов, который называется TransferGo. И через него с помощью какого-нибудь заграничного банка, например Wise, который очень популярный среди арбитражников, нужно было отправить евро в валюте Мадагаскар на ту самую валютную карту украинского банка Pump, которая должна была быть на системе Visa. Многие спросят, а почему именно Мадагаскар? Ну потому что эта связка работала исключительно с этой валютой. И получилось так, что банк Pump внутри своего приложения допустил маленькую ошибку. Он неправильно выставил курс, и когда на карту приходили 10 евро, на балансе отображались 800. Те первопроходцы, которые искали золото, а по сути нашли алмаз, упускать такую возможность не хотели и приступили укреплять мадагаскарскую валюту, чтобы перевести эти деньги на валютную карту Pump. Вот только в нашем суровом экономическом мире терять деньги могут абсолютно все, но только не банки. Кстати, вы также можете минимизировать свои потери, подписавшись на наш телеграм-канал Coin22. Ведь мы не всегда успеваем делать полноценные видео на YouTube, а в Telegram мы ежедневно публикуем самые свежие и актуальные события из мира крипты. Так что если вы желаете на этих событиях зарабатывать, подписывайтесь на телеграм-канал Coin22 по ссылке в описании под этим видео. Стоит отметить, что работники Pump тоже не глупые ребята, потому что у них, да и у многих других банков, есть такая вещь, как овердрафт. Что это такое? По факту это тот же кредит, только для дебетовых карт и с более высокими процентами погашения. Проще говоря, это некий кредитный лимит, только без лимита. В ситуации с Pump получается, что когда человеку на карту пришло 10 евро, а отобразилось 800, то со временем банк провел перерасчет уже по актуальному курсу, и у пользователей на счету остались только 10 евро. Но те, кто эти якобы 800 евро отправил на другую карту или обналичил, банк после перерасчета курса выставил им тот самый овердрафт в виде кредита 790 евро. В принципе, что и произошло с 1000 наивных ребят, которые хотели стать миллионерами за несколько часов. Когда эта схема попала в открытый доступ, ею начали пользоваться очень много людей. Но опытные, хитрые арбитражники понимали, что в будущем может произойти перерасчет курса, и банк выставит овердрафт. Поэтому они искали дропов, которые предоставят им свои карты для прокрута. Множество ребят отдавали свои карты Pump под процент и вообще ничего не подозревали. Вот только лавочка прикрылась буквально через пару часов. И вместо заработанных процентов от сдачи карт в аренду, бедные дропы получили только минусы от сотни до десятки тысяч долларов. После этого карты пользователей сразу заблокировали и сказали обращаться за помощью в банк. И теперь почти в каждом отделении банка Pump собрались очереди для решения
решение лишь одной общей проблемы. Как вы понимаете, те люди, которые за 10-20 долларов отдавали свои карты в аренду, сделали большую ошибку, ведь теперь придется покрывать этот минус. Только учитывая тот перерасчет курса, возвращать придется гораздо больше, но об этом чуть позже. Получается так, что за пару часов некоторые арбитражники стали без шуток миллионерами, ведь завести на карту 100 евро, а вывести 8000 и так на протяжении пару часов, не нужно иметь грамоту по математике, чтобы понять, сколько это денег. Арбитражники боялись не только овердрафтов, но и то, что после всей этой шумихи деньги начнут отслеживать, поэтому они заводили их через P2P или обменники на криптобирже, переводили все в крипту и отправляли на свои холодные кошельки, чтобы уменьшить шансы на поиск этих, по сути, украденных денег. И я не понимаю, как в 2022 году можно отдавать свои банковские карты или, не дай бог, документы в аренду непонятным людям из интернета, ведь это то же самое, если дать преступнику пистолет, чтобы он вас ограбил. Но это же бред. По факту, если здраво смотреть на эту ситуацию, то банк Pump потерял очень много денег, и сейчас он столкнулся действительно с большими проблемами. Любители теории заговора скажут, что это все запланировано и банк на этом хотел заработать, только это очень маловероятно. Но кто на самом деле реально виноват в этой ситуации, и как быть бедным ребятам, которые отдавали свои банковские карты? Как утверждают многие юристы, это больше похоже на косяк самого банка. Вот, например, если вы решили купить доллары, только не в онлайн-банке, а, например, в каком-то обменнике на улице, то если вам уже дали в руки 100 долларов, и вы пошли довольные себе домой, к вам не могут подойти и забрать у вас 90 и оставить 10 долларов. Мол, у них поменялся курс. Правильно? Потому что покупка валюты – это та же услуга, которую банк предоставляет своим клиентам. И по идее, если он дал возможность пополнить карту по одному курсу, менять его, уж тем более с такой разницей, он не может. Ну и понятное дело, арестовать счета и конфисковать имущество клиентов могут только после судебного решения. Да и потерпевшие, как бы много людей не писали, что так им и нужно, могут отстоять свои права. Ведь многие из них передавали свои карты третьим лицам, которые делали эти прокруты. И тем самым это очень сильно смахивает на мошенничество. Таким образом, может быть два варианта решения проблемы. Хороший и не очень. Плохой вариант заключается в том, что пользователям все-таки придется отдавать деньги, только без дополнительного перерасчета. А хорошим вариантом будет, если им не придется ничего платить. В любом случае, это событие будет еще долгое время на слуху. И думаю, с тысячами пострадавших людей что-нибудь придумают. Ведь транзакции можно будет частично отследить, посмотреть, кто обналичивал деньги и кто куда их отправлял. Тем не менее, всю эту историю я вам рассказываю не просто, чтобы вы послушали ее под чаек, а прежде всего, чтобы каждый сделал выводы. Ведь лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих, верно? Так вот, первое, что я говорил и в прошлых видео, и уже устал повторять: никогда никому не давайте свои карты для прокрута. Ни за какие деньги не делайте этого. Ведь чем большую сумму вам предлагают, тем больше с вас получат. В покере даже есть одна очень интересная пословица, которая идеально описывает данную ситуацию. Если среди игроков за столом вы не можете найти лоха, то лохом являетесь вы. Поэтому вашими картами должны пользоваться только вы. Но если примете решение заниматься арбитражем сами, а не просто давать свои карты, исход будет тот же. Первый круг, второй, третий, и ваша карта отлетает в блок. Поэтому арбитражники ищут тех самых дропов, которые за несколько долларов предоставят свои карты. И вся эта история с банком Pump развязывает руки арбитражникам еще больше. Ведь теперь все ищут похожие банки, которые начисляют клиентам овердрафты. Даже в ТикТоке начали постить видео, мол, новая связка, наподобие Pump, залетаем, зарабатываем деньги. Но все мы прекрасно знаем, чем такие связки могут закончиться. Глупо полагать, что вы можете грабить банки и зарабатывать миллионы долларов в день. Ведь образованные люди, в отличие от наивных школьников, понимают, что зарабатывать деньги из воздуха невозможно, и никто вам не позволит делать что-то подобное. Также более чем уверен, что в будущем мы сможем наблюдать, как мошенники начнут создавать и рекламировать свои платежные сервисы или очередные обменники, куда добавят функции овердрафта. Жадные пользователи пойдут крутить через них деньги, а по итогу им выставят километровый перерасчет. Только в суде этот вопрос решать никто не будет. А к вам просто нагрянут коллектора в кожаных куртках и своим особым подходом попытаются вам объяснить, что деньги нужно вернуть. Поэтому если наткнетесь на что-то подобное, обходите десятой дорогой. На самом деле арбитраж как источник заработка умер уже давно, если он вообще когда-то нормально функционировал. То, что вам рассказывают эти темщики из ТикТока, это длинная лапша, которую вешают вам на уши, чтобы выкачать с вас как можно больше денег. Продажа якобы прибыльных связок — это тоже полный бред, так как работоспособность этих связок никакая. Ну а про набор команды для обучения я вообще молчу. Ведь согласитесь, любой человек, который реально зарабатывает таким образом, никогда не будет делиться этими схемами с другими людьми. Мы еще в начале зарождения этой, в кавычках, сферы дали четко понять, что деньги вы здесь не заработаете, а только потеряете. И кучу схем обмана мы тоже обсуждали. Так что те, кто смотрел наши прошлые ролики, минусовые счета у себя не имеют. Поверьте мне, сейчас на каждом углу мошенники готовы играть на вашей жадности и нежелании
желания заниматься нормальной работой. Они будут постоянно что-то придумывать и получать деньги с наивных мечтателей. Сейчас отлично эту функцию выполняет арбитраж, который сильно завирусился по всему интернету. И уже, наверное, не осталось людей, которые не пробовали этим заниматься. Сегодня арбитраж крипты, завтра получение каких-то чудо-бонусов в супермаркете, а через месяц еще очередные схемы, которые могут сделать вас миллионером. Вот только, к сожалению, миллионерами становятся исключительно те, которые эти схемы придумывают. А люди нужны лишь в качестве кошельков, с которых можно вытянуть как можно больше. Поэтому никому не желаю стать этими кошельками. А если вы будете следовать рекомендациям из этого и других наших роликов, вы ими 100% не станете. Так что напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, получалось ли у вас зарабатывать таким образом и обзор какого способа заработка вы бы хотели увидеть в будущем. Поддерживайте это видео лайком и подпиской на наш телеграм-канал. Вам спасибо за просмотр, увидимся в следующем ролике. Пока!